Приветствую! В этом видео я покажу свой ремастер Half-Life 2 с его эпизодами и прикрученной трассировкой лучей. Расскажу, что подверглось изменениям и как настроить игру под себя. Я подготовил две версии, Torrent Edition для халявщиков и для владельцев Steam версии. Так что ставьте на загадку, а я начну. Фундамент этой сборки составляет два мода. Первый — Half-Life 2 Update. Автор подтянул освещение, статические тени, увеличил дальность прорисовки, исправил множество багов и графических артефактов и повысил общую производительность. Второй — M-мод. Он прокачивает геймплей, немного подтягивает графику, обновляет анимации и звуки, а пак оружия расширяет новыми единицами. Настройки этого мода разбиты на три вкладки – графика, геймплей и частицы. К сожалению, меню полностью на английском, а найденный мной русификатор работает только в стимовском Half-Life Update. Про локализацию. В Steam вы можете сами выбрать язык озвучки. M-мод, установленный на пиратку, автоматически англофицирует ее. Русскими можно сделать лишь озвучку субтитрами. По умолчанию у меня стоит сочетание английского звука и русских субтитров. Родную речь можно очень просто вернуть. Достаточно перекинуть файл озвучки в папку Customs. После установки мода появляются сильные просадки FPS, поэтому первым делом я укоротил огонь специальным файликом от разработчика. Игра стала работать гораздо лучше, но все еще нестабильно, а это значит, что нам нужно пройтись по параметрам M-мода и настроить все под себя. Далее я перечислю все имеющиеся опции в настройках, покажу, что они меняют и включены ли они в моей сборке. Вкладка графика. Сглаживание FXA. Очень сильно мылит картинку, поэтому выключено. Существует две альтернативы. Если вам нужна трассировка, то ваш выбор SMA. У этого метода есть один изъян. Он сглаживает еще интерфейс, поскольку решеть накладывает его уже на готовую картинку. Если вы в лучах не нуждаетесь, то можно смело включить четырехкратный MSA в настройках игры. Он существенно лучше двух предыдущих методов. А жаль, что его нельзя использовать вместе с RT, потому что тогда трассировка работать не будет. Резкость. Благодаря ей картинка становится четче, однако я его отключил, поскольку в решейде есть алгоритм от AMD Fidelity CAS, который справляется с задачей куда лучше. Размытие при беге. Будет работать только после включения Motion Blur в настройках самой игры. Эффект намокания появляется при взаимодействии с водой. Он здорово усложняет управление катером. Насыщенность делает цвета игры более пестрыми. Выключена, потому что она у меня уже настроена в решейде. Эффект грязи. Добавляет следы грязи и пыли на очки Гордона. Сделан он настолько криво, что вообще перестал у меня работать. Динамические тени. Придают сцене глубины и реализма. Автор мода утверждает, что эта настройка отъедает много ресурсов, но я не увидел никаких изменений в FPS. Как вы видите, объект отбрасывает тень, даже если источник света за стеной, но я считаю, что лучше оставить их включенными. Что меняет дальность прорисовки, и так понятно. Здесь есть три пресета – выключить, включить и экстра. В описании к опции написано, что при включении увеличивается дальность отрисовки объектов и травы. Насколько я не приглядывался, никакой разницы не обнаружил. Другое дело экстра. Тут улучшения видны сразу, оставляю этот пресет. Далее идут 5 эффектов, которые мне не нравятся, поэтому я их отключил. Виньетка. Добавляет затемнение по краям экрана. Хроматическая аберрация. Создает цветовые искажения. Кровавая аура. Привносит эффект агонии, если уровень здоровья упал ниже 20. Десатурация. Ничего не делает. Зернистость. Добавляет эффект пленки. Вкладка геймплей. Светящиеся глаза комбайнов. Теперь глаза комбайна светятся в темноте, что делает их более зловещими. Стереоэффекты. Делают звук более реалистичным.
Положение дула для снарядов. Теперь снаряды летят из подствольника, а не из центра экрана. Параметр больше крови удваивает число декалей крови, и это сразу заметно. Кровь остается везде. На коробках, зарядниках и даже NPC. Все, что делает иммерсивная камера, это добавляет покачивание при перезарядке оружия. А вот динамическая камера сильно оживляет картинку покачиванием головы при беге. Динамический свет – самая жрущая опция. Как и с дальностью прорисовки, тут есть 3 пресета – выключено, включено и экстра. Включение добавляет вспышки при стрельбе и взрывах, а экстра прибавляет вспышки при попадании врага или в вас. И такая мелочь съедает 30, а местами и 80% FPS. Баллистика снарядов. Меняет алгоритм просчета стрельбы из огнестрельного оружия, благодаря чему перестрелка становится приятнее и реалистичнее. На место хитскана, где пуля летит с бесконечной скоростью и моментально достигает цели, пришла баллистика снарядов, обрабатывающая каждую пулю как полноценный физический объект со своим весом, конечной скоростью и дальностью полета. Меткие комбайны не нуждаются в пояснении. При включении сброса магазина при перезарядке, магазин после перезарядки будет лежать на земле как полноценный физический объект. Правда, таких вот объектов можно накидать 2 или 3. NPC чаще уклоняются. Комбайны чаще пользуются укрытиями и меньше стоят как вкопанные посреди локаций без укрытий. Звуковой отклик при убийстве. Добавляет звук, информирующий о том, что противник мертв. Замедление в прицеле. Замедляет Гордона, когда тот целится. На геймплей эта опция почти никак не влияет, потому что при прицеливании вы чаще всего стоите на месте. Тип разброса оружия. Регулирует разброс пуль при стрельбе. Мод предлагает 3 варианта. Дефолтный разброс Half-Life 2, совмещенный Half-Life 2 плюс M-мод и полный M-модовский, где разбросы еще больше. Выбрал последний вариант. Тип фонарика. Позволяет выбрать, откуда будет брать энергию фонарик. Из костюма или отдельной батареи, как это было в эпизодах. Я выбрал вариант с отдельной батареей. С HUD все просто. Можно оставить полностью функционирующим, отключить прицел или вырубить полностью. Свет от горящих NPC. Теперь горящий NPC это дополнительный источник света. Выглядит невразумительно, вдобавок, как считает автор мода, опция весьма прожорлива, но у меня производительность не упала. Система регенерации здоровья напоминает Far Cry 2. Запас здоровья поделен на 5 ячеек по 20 хп, и если в ней осталась хотя бы одна единица, то остальные 19 будут установлены со временем. А вот пустые ячейки восполнить получится только аптечками. Дополнительная озвучка HEV костюма. Добавляет голосовые сообщения о получении критического урона, закончившемся боезапасе, а также количестве хп и брони. Очаги пламени. После взрыва, например, бочки, появляются очаги пламени. Звуковой отклик при попаданиях. Добавляет звук, информирующий о попадании во врага. Думаю, что такой хит-маркер объяснять не надо. Отмечу лишь, что их добавили около 5 штук в зависимости от оружия, с которого вы ведете огонь. Закрывают геймплейные настройки 3 практически бесполезные фичи, отвечающие за работу камеры. Первое – покачивание головы в простое. Второе – малюсенький наклон камеры при стрейфах. Третье – покачивание камеры при броске гранаты. Вкладка частицы. Дульная вспышка становится частицей, а не спрайтом. Трассеры от пуль – это след от полета пули в воздухе.
Частица попадания улучшает эффекты при стрельбе по различным поверхностям – стенам, песку, металлу или дереву. К сожалению, на воду это не распространяется. Выброс гильз добавляет дым и эффект жара для пуль после стрельбы, для главного героя и других NPC. Взрыв, основанный на частицах, смотрится гораздо эффектнее спрайтовых, но если взрывов много, производительность может упасть на 15-20%. Поскольку такие ситуации огромная редкость, решил оставить. Шлейф от энергошаров во всей красе вы увидите только на финальных уровнях цитадели. С этой опцией энергошары окружают рой частиц. Автор советует их отключать, но никакого негативного эффекта я не увидел. Кто бы мог подумать, что красное свечение от гранаты может просадить FPS на 50%. К счастью, след от ракет, выпущенных из РПГ, на FPS никак не влияет. Наконец пришло время для последнего эффекта из M-мода. Благодаря нему стрела, выпущенная из арбалета, какое-то время остается горячей. Перейдем к игровым текстурам. Большая часть из них была улучшена силами нейросети Topaz Gigapixel в 4 раза. Апскейлу подверглись не только окружение, а также персонажи, как основные, так и массовка. Далее текстуры разных объектов, будь то бочки, зарядники и кейпады. Следом улучшенные декали, увеличилось разрешение карт, досок с газетами и предупреждающие знаки. И последнее, связанное с текстурами, HD коробки с патронами. После текстур я поставил обновленный оружейный пак. Стволы перерисованы в лучшем качестве, в том числе и те, что были добавлены с M-модом. А именно, дубинка комбайнов, станковый пулемет, который можно взять в руки, и Тао-пушка из первых Half-Life. Обновлена анимация, звуки и изменен цвет костюма Гордона.
Ну и вишенка на торте — трассировка лучей. Наш RT улучшает глобальное освещение, но, увы, только в пространстве экрана. К сожалению, лучи в этой игре работают с некоторыми артефактами. Во-первых, окружение просвечивается через полупрозрачные объекты – воду, дым или вспышки от летающего сканера. Во-вторых, RT очень сильно грузит видеокарту, она будет шуметь и греться куда сильнее, чем обычно. В-третьих, если вы хотите свернуть игру, то лучи нужно выключить, иначе ПК будет дико тупить. Если вы не готовы с этим мириться, то чуть позже я покажу, как отключить RT, потому что по умолчанию он включен. Теперь можно оценить, как трассировка преобразила картинку. Чтобы алгоритм лучше понимал, где находится свет, я добавил и отрегулировал HDR, лом и баланс белого. Да, можно было добиться большего, банально увеличив максимальную длину лучей, но тогда появится много артефактов и черных ореолов вокруг объектов. Я же стремился всего этого максимально избежать. Наконец-то пришло время показать, как установить все это добро, а потом посмотрим сравнение до-после. С торрентом все очень просто. Скачиваем архив, распаковываем игру, куда вам удобно, заходим в директорию и находим файл starthell2u.bat. У эпизодов другие байтники, они указаны на экране. Жмем по файлу правой кнопкой и отправляем на рабочий стол. По желанию ярлык можно кастомизировать. А вот со Steam придется повозиться. Сначала устанавливаем Half-Life Update, он бесплатен для тех, кто купил оригинальную Halo 2. Далее нужно установить Reshade и добавить в него лучи. В архиве уже есть Reshade, но если хотите, то можно скачать самую свежую версию по ссылке в описании. Выбираем .exe игры. Для Update открываем папку Half-Life 2 Update, для эпизодов просто Halo 2. Теперь выбираем пакеты с шейдерами, ставим метку напротив пака Marty McFly, потом выбираем нужные шейдеры. Это AMD Fidelity CAS, HDR, Luma Sharp, добавил на тот случай, если вы захотите сделать картинку еще резче, сглаживание SMA и Vibrance. В паке McFly нам нужен только Bloom. После этого добавляем шейдер трассировки. Идем в корень игры, bin, Reshade Shaders и распихиваем файл по папкам. Возвращаемся в bin и закидываем пресет для решейда. Заходим в игру, чтобы настроить решейд. Жмем Home и скипаем туториал. Потом идем в вкладку D3, D9 и жмем на эту галочку. Осталось только добавить M-мод. Следуем по пути Steam, Steam Maps, Source Mods и кидаем туда эти две папки. Если вы хотите добавить эпизод, то папку Halo 2 M-mod повторно добавлять не нужно. Перезапускаем Steam при помощи диспетчера, после чего в библиотеке должен появиться M-mod. Его и запускаем. Перед тем, как начать играть, настоятельно рекомендую сделать следующие вещи. Первое. Ограничить FPS на 60 кадрах, чтобы геймплей был более плавным. Для этого скачиваем и устанавливаем RevoTuner. Добавляем экзешник игры. В строке Framerate Limit вписываем число 60. Закрываем это окно и секунд через 5 разворачиваем игру. Ограничитель уже работает. Второе. Проверить управление, чтобы оно было как на экране. А именно, включены прямое подключение мыши и быстрое переключение оружия, прицеливание на правую кнопку мыши и альтернативный огонь на Q. Напоследок о том, как отключить трассировку. Жмем Home, снимаем галочку с RT Global Illumination и SMA. Можно по желанию еще выключить Bloom, HDR и Vibrance. Заходим в настройки игры и выставляем 4-кратный MSA. Все готово, наслаждаемся игрой.